Здорово! В прошлом нашей планеты таится много таинственных и загадочных вещей. И как раз одну из них мы сегодня и попробуем рассмотреть. Те, кто давно уже меня смотрит, я думаю, уже знают, что одно из моих хобби — это поиск сокровищ. Ссылка на плейлист будет вот в этом углу, так что добро пожаловать. И вы сейчас спросите, а зачем я вам сейчас про это, собственно говоря, рассказываю? А ответ, друзья, на самом деле очень простой. Именно это хобби тесным образом связано с той темой, которую мы сегодня рассмотрим. Ну и, в общем-то, не будем тянуть кота за хвост, и давайте начинать. Поехали! Итак, почему же я решил заснять видео на подобную тему? Ответ, друзья, очень простой. Мне стало интересно. Почему мне стало интересно? Да потому что сегодня с развитием интернета, как я уже говорил, стало очень сложно скрывать различные вещи, которые не совпадают с различными официальными теориями, особенно по поводу прошлого нашей планеты. Именно поэтому сейчас очень много видео, и не только видео, снимаются на такую интересную тему, как закопанные города по всему миру. Ну и не только города, на самом деле много подобных вещей. Если вы интересуетесь подобной темой, то, в принципе, я думаю, знаете основные каналы на том же YouTube, которые занимаются этим вопросом. Если вы не в теме, то попробуйте поискать эти каналы в YouTube, если вам интересно. Ну а если вы интересуетесь данной темой, то, я думаю, вы смотрите что-то подобное, и хотя бы один из перечисленных каналов вам знаком. Так вот, почему я о них заговорил? На самом деле, они поднимают очень интересную тему. Ведь если рассмотреть всю совокупность фактов, то становится понятным, что на самом деле официальная история, которую сейчас преподают везде, она переписана, и она скрывает то, что было на самом деле. А факты нам говорят, что в недалеком относительно прошлом произошел какой-то глобальный катаклизм, который, если и не уничтожил предыдущую цивилизацию, то вверг ее в регресс. И тем каналам, которые занимаются этим вопросом, на самом деле огромный респект, потому что они открывают глаза на просто такие факты, которые лежат на поверхности, но почему-то о них не говорят, и почти никто на них не обращает внимания. Если честно, сначала я смеялся над вот этой вот всей теорией, но сейчас, при свете определенных фактов, мое мнение поменялось. О каких фактах я говорю, вы узнаете уже в следующих видео. И там будут представлены эти факты, которые не получается объяснить с точки зрения официальной истории. И относятся они к тому месту, где я живу. И вроде бы все хорошо. Был катаклизм, и он уничтожил предыдущую цивилизацию, после чего она начала развиваться повторно. Вроде бы все хорошо. Но есть одна такая нестыковочка, которая вызывает все-таки огромные вопросы. А именно, то, что большинство подобных альтернативных исследований высказывают мнение, что причиной подобного катаклизма был потоп. Глобальный мировой потоп, произошедший в недалеком прошлом. С одной стороны, тут все гладко. Все древние города, которые находятся на нашей планете, они реально засыпаны на какую-то глубину. Особенно это заметно сейчас, когда при реставрации или подобных работах находят такие вещи, которые объяснить просто нереально с точки зрения официальной науки. Вот даже если просто зайти в Google и просто поискать словосочетание «засыпанные города», вы посмотрите, сколько вообще всякой информации просто есть на главной странице. Просто огромное количество информации, включая фото, реальные фото, которые делали люди, которые живут в наше время и которые видели это своими глазами. Это не получается объяснить никакими официальными теориями. Если говорить о России, то самые громкие подобные находки произошли не так давно. И одна из самых ярких из них – это раскопанный политехнический музей в Москве. Давайте посмотрим. Все началось с того, что в 2017 году в городе Москве происходила реставрация политехнического музея. Вроде ничего особенного, но реставрация, да? Но когда строители начали раскапывать фундамент, они увидели такое, чего объяснить никто не может. Конечно, они пытаются. Вот просто рандомное фото с какой-то страницы из интернета, и здесь можно ясно увидеть, что вот здесь вот проходит уровень
уровень земли, вернее, он проходил до того, как раскопали. А после того, как разрыли здание на глубину примерно 3-5 метров, я точно не помню, вы посмотрите, что там находится. Здесь находится просто-напросто еще как минимум один этаж под землей. Полноценный этаж. Вот эта дверь, вот смотрите, здесь окна, вот еще одна дверь. На самом деле много таких фото и много видео, если вам интересно, то смотрите. Хотя я думаю, если вам интересно, вы уже это неоднократно видели. Это далеко не единственный пример подобных закопанных зданий. На самом деле они находятся абсолютно во всех более-менее древних городах и абсолютно во всех случаях земля, которой засыпаны эти здания, это глина. Это глина, либо что-то похожее на глину. И именно в данном случае версия о мировом потопе, который занес все крупные города, она очень даже логична. А вот вам, пожалуйста, еще один пример, но уже находящийся в другой части Европы. Перед вами на фото находится город Париж. И посмотрите, что было откопано при проведении строительных работ. Это происходило в 70-е годы, когда был снесен рынок, который находился на этом месте, и был вырыт котлован под что-то другое. Я уже не помню, что именно, но это, в принципе, не важно. А важно то, что посмотрите, как все построено и на сколько метров в глубину уходят строения. Но эти конструкции находятся под всей площадью улиц и домов. И здесь абсолютно понятно, что они были либо засыпаны, либо занесены после какого-то происшествия. На самом деле это по всему миру происходит. Засыпанные города находятся абсолютно везде. Так вот, по поводу кладоискательства и потопа. Если рассматривать только города в общем и не выходя за их пределы, то версия с потопом выглядит вполне логично. То есть мы видим какие-то наносные массы вроде глины и песка, которые обычно могут образовываться в процессе прохождения каких-то водных потоков, цунами и прочих катаклизмов, которые вызывают такие наносы. Однако все люди, которые рассказывают о потопе или там атомной войне, не знаю, они не учитывают один такой маленький факт, а именно это кладоискатели. Простые кладоискатели, которые ходят с обычными металлоискателями по лесам, полям, горам и прочим местам, где никаких городов сейчас нет. Почему? А я вам расскажу почему. Если вы сами занимаетесь чем-то подобным, вроде кладоискательства, и у вас есть металлоискатель, и вы хотя бы раз 5 выходили на поиски, то я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Так вот, казус, друзья, заключается в том, что абсолютное большинство находок, которые можно найти с металлоискателем, находятся в первом метре почвы, а 90% находок в первых 30 сантиметрах почвы, включая очень древние находки. Я сам лично находил одну вещь, которой более 2000 лет ориентировочно, и она находилась на глубине примерно 15 сантиметров от уровня почвы. Это было в лесу. Если вы посмотрите, допустим, видео других кладоискателей, которые находят что-то тоже древнее, даже если взять 18, 17, 16, 15 века и прочее, то все эти находки тоже найдены на поверхности, либо на небольшой глубине от поверхности. И это не только в России. Так происходит абсолютно во всем мире. Все находки находятся сверху. И вот здесь вот уже появляется самый главный вопрос. Если произошел мировой потоп, и он занес города слоем глины от 5 метров и больше, то почему все находки находятся на поверхности Земли? Как так получилось, что все города занесены, а находки все находятся на поверхности Земли? Так вот, друзья, именно этот факт и опровергает какую-либо версию о мировом потопе, тем более 19 века. Если он и был, то точно не в 19 веке. И это точно была не ядерная война, потому что после ядерной войны остались бы другие признаки, которых тоже нет. А именно, радиоактивное заражение местности, преобразование почвенных слоев в стекловидную массу из-за высокой температуры. Всего этого тоже нет. По крайней мере, точно не 19 века. Но об этом в другой раз. И ладно бы только я находил старые какие-то вещи на поверхности. Но ведь это происходит по всему миру, и поэтому это нельзя списать на то, что до того места, где я живу, вода просто не дошла. Так что никакого потопа у нас точно не было.
Но есть другие факты, которые меня заинтересовали. И обнаружил я их, когда просматривал старые фото конца 19-го, начала 20 века, именно вот наших мест. Но об этом в другой раз. Так вот, возвращаясь к вопросу, как так получилось, что практически все города мира занесены многометровым слоем глины или чего-то подобного, а на территориях которых нет городов или каких-то поселений, все находится на поверхности и нет подобных наносов. На самом деле это очень интересный вопрос, который можно исследовать довольно долго, но ответ, друзья, будет один. Это был не потоп. Согласно определенных фактов, я согласен, что в недалеком прошлом произошел какой-то глобальный катаклизм, но это был точно не потоп и не ядерная война. Кстати, очень яркий пример того, что потопа не было, это Крым. Да-да, именно Крым, друзья. Я лично знаю многих людей, которые занимаются кладоискательством в Крыме. Так вот, в Крыме абсолютно спокойно до сих пор можно найти античные монеты, которые имеют в своей истории 2-3 тысячи лет. И находили эти монеты, опять же, на небольшой глубине от поверхности. Да, они были глубже, чем остальные, примерно от 30 сантиметров до 50. Современные приборы позволяют находить металл на подобных глубинах. Но опять же, никаких признаков наносного грунта не обнаружено. Все находки находятся, считай, на поверхности. Это очень странно, если рассматривать вариант с потопом как основной. Но если рассматривать такой вариант, что глобальная катастрофа вызвана чем-то другим, и наносы в городах это последствия чего-то другого, то все становится на свои места. Давайте вернемся к доказательствам того, что города засыпаны, и перенесемся в Санкт-Петербург. Вот, пожалуйста, на экране вы видите, что все подвальные окна, они находятся в земле. Но проблема в том, что на самом деле это не подвальные окна, видно, что они засыпаны. А вот, пожалуйста, вход в то же самое здание, но уже дверь. Почему она находится в земле, в городе, который стоит на берегу моря и стоит на болотах? Никто ответить не может. То есть тут явно видно, что города абсолютно точно были чем-то засыпаны. Но это не воздействие потопа. Вот еще одна подобная фотография, где изображен вход, который находится почему-то ниже уровня земли. Почему? Как нам говорят официально, так строили. Ну а что так строили? Почему бы действительно вход под землей не сделать? Ну вы же все дом будете строить, вы же тоже вход под землю сделать. Ну почему бы и нет? Нормально же. Нормально все, пацаны, нормально. А вот фотография изнутри одного из окон, который находится ниже уровня земли. То есть вы видите, что проем для окна, он заделан. То есть изначально здесь стояло окно, которое потом было заделано, и оставили только маленький проем наверху. С другой стороны, обратите внимание на стены. Здесь ясно видно, что стены построены из кирпича, и никакого признака фундамента здесь нет. Но если вы хотя бы раз сталкивались со строительством, то вы прекрасно знаете, что без фундамента ни одно здание не может стоять. О чем это говорит? О том, что это не фундамент здания, а фундамент находится ниже. А все, что сейчас, это все засыпано и откуда-то появилось. Вот, пожалуйста, еще подобное окно. Тоже видно, что оно заделано, но изначально здесь был проем для окна. Зачем так делать? Вот еще подобные фото. Здесь явно виден новый кирпич, которыми заделаны проемы. И делалось это намного позже того времени, когда эти здания были засыпаны. Вот опять новый кирпич, проем заделан, новый раствор, как вы видите, и который отличается по своей структуре от того, что находится на старых стенах. Если говорить о датировке этой глобальной катастрофы либо войны, я точно не уверен, то тут я согласен с теми альтернативными историками, кто говорит, что все произошло примерно в начале 19 века, либо еще раньше. Потому что если рассматривать косвенные признаки, то засыпанными оказываются именно те строения, которые были построены до 1820-х годов. О чем, кстати, и говорится вот здесь. Вы можете это сами прочитать. Вот, пожалуйста. Очень хорошо в картину входит и то, что тот город, где я живу, он даже официально образовался в 1780 году. А все, что существует, построено именно
начиная с 1800-х годов. Если же рассматривать более древние города, то даже вот на этом фото можно ясно увидеть, что происходит под землей. Небольшой слой другого цвета, который вполне мог со временем накапливаться. Затем, как видите, идет мостовая из булыжника. Затем слой какой-то глины, либо песка с камнями. Затем снова идет опять булыжная мостовая и опять слой глины с камнями. Это очень подозрительно. Это опять же Санкт-Петербург, если кому непонятно. А отсюда опять же возникает вопрос, а как это вот так получилось, что город по официальной версии построен вроде как на болоте, и если раскопать вот на такую глубину, то здесь вода должна стоять. Здесь просто должна вода стоять. Хотя что я рассказываю сейчас, даже сегодня в Санкт-Петербурге наводнение — это частое явление. Тогда как объяснить вот это? Официальная версия не может этого объяснить никак. А ведь это столица Российской империи, которую как бы построил Петр I. Ну, это тоже под вопросом. Ну, пока будем придерживаться официальной версии. Вот опять же Санкт-Петербург, и на этом фото уже показана Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Радует, что многие обращают на такие вещи внимание, поэтому информацию найти не так уж сложно. Так вот, здесь видно, что на Дворцовой площади опять такая же ситуация. Небольшой слой другого цвета, под ним идет мощенная площадь. Затем идет слой глины и опять мощенная площадь. А как это интересно так получилось, что на главной площади столицы целой огромной империи получилась вот такая ситуация. Ее что, не чистили? Ну да, то есть Дворцовая площадь, где, значит, находится резиденция правителей страны, а сам город является столицей этой страны, не убирают на площади перед дворцом? Как-то это подозрительно. И ладно бы такая ситуация наблюдалась только в России и Европе, но нет. Абсолютно аналогичная ситуация наблюдается, например, в США. Вот, пожалуйста, перед вами на фото засыпанный Капитолий, который был раскопан при его реставрации. Посмотрите на вот эти колонны. Посмотрите, на какую глубину уходят эти конструкции. И все это в столице страны, в Вашингтоне. Как это объяснить? Вот другое фото, немного с другого ракурса. Опять наблюдается абсолютно та же самая картина. Единственное отличие в том, что здесь видны еще какие-то сооружения, которые находятся по отношению к поверхности Земли довольно глубоко. Я думаю, метров 10 здесь. Или вот это фото уже в более высоком разрешении. И здесь уже точно видно, что даже если сравнивать с лестницей в Капитолий, то раскопано примерно около 20 метров вглубь. Здесь практически такое же расстояние, как и вся высота Капитолия. Совпадение? Не думаю. В то же время версию с каким-то потопом или катаклизмом, вызвавшим, по крайней мере, какой-нибудь локальный потоп, полностью отбрасывать не стоит. Единственное, стоит отметить то, что потоп точно был, и почему мы сейчас посмотрим. Но он был не в 19 веке, а намного раньше. Причем этому факту уже есть конкретные доказательства, заснятые одним моим другом. Но об этом, друзья, мы поговорим уже в следующей серии. Надеюсь, вам было интересно это видео, и его продолжение будет не менее интересным. Во второй части мы узнаем, что происходит на обоих американских континентах и как соотносится с ними теория всемирного потопа, произошедшего не так давно. И также вы узнаете, почему все-таки эту теорию не стоит списывать со счетов окончательно. С вами был Во92 и увидимся во второй части. Пока!